Приветствую, друзья! Практически полгода назад ко мне в руки попал новый ЦАП от компании SMSL DO200. Если старенький SU-8S вызывал у меня откровенное уважение, то новая модель привела в просто дичайший восторг. Без каких-либо оговорок это лучший звук, что мне только доводилось слушать. Базируется аппарат на сдвоенном конвертере последнего поколения ESS ES9068AS. На USB стоит 32-битный XMOS XU216. За Bluetooth отвечает Qualcomm QCC5125 с поддержкой aptX HD и LDAC кодеков. В результате получаем какие-то запредельные значения для PCM и DSD форматов, полное декодирование MKA и высочайшего класса измерения. Относительно же входов-выходов, тут есть вообще все, что в принципе может понадобиться. Гоняю его очень давно, много с чем успел сравнить и на чем послушать, так что будет интересно. Собственно, друзья, поехали! Пришел девайс в просто огромной картонной коробке со схематично изображенным героем обзора, адресом официального сайта и логотипом пройденной Hi-Res аудиосертификации. В комплект нам положили небольшую, но довольно подробную инструкцию по эксплуатации, вот такой вот пульт управления уже нового образца, Bluetooth антенну, USB кабель и классический уже шнур питания. Блок питания, как и у всех значимых моделей компании, встроен непосредственно в корпус устройства. Выполнен пульт, друзья, из металличного по качеству матового пластика с прорезиненными кнопками и питанием от двух ААА батареек. Из функционала на него вынесли включение и отключение питания, регулировку уровня сигнала посредством вот этой качельки, переключение входов, выходов, а также временное отключение звука Mute. Расположенные же сверху 4 направления предназначены для перемещения по встроенному меню, где центральная кнопка используется для его вызова, а также подтверждения внесенных изменений. Как видите, в отличие от прошлого поколения, все клавиши теперь задействованы, а смысл их интуитивно понятен. Корпус ЦАПа полностью металлический, сверху у него красуется логотип пройденной Hi-Res аудиосертификации, а снизу он надежно фиксируется на 4 прорезиненных ножках. Из входов нам доступен, наверное, самый широчайший на сегодня набор из AES EBU, I2S, Bluetooth, aptX HD, LDAC кодеками, коаксиал, оптика и USB. А на выходе привычный уже набор из RCA и балансного XLR. Фронтальную часть оформили в тон к усилителю HO200 с цветным IPS дисплеем, сдвинутым вправо, и большим многофункциональным регулятором по центру, вращение которого происходит с узнаваемыми тактильно приятными механическими щелчками, по умолчанию меняющими уровень выходного сигнала. Быстрое же нажатие открывает нам системное меню. Здесь можно выбрать один из 6 входов и выход, причем как с инверсией, так и без нее. Далее идет 3 цифровых фильтра, разделение, на чем будет работать SPDIF через ЦАП или XMOS, целых 9 видов тональной окраски звучания, режим с фиксированной громкостью, настройка программируемой кнопки FN, коррекция джиттера, инверсия для I2S, паранастройка I2S для DSD потока, время подсветки экрана, его яркость и сброс всех настроек назначения по умолчанию. Окраска, судя по инструкции, задействует DSP чипа конвертера и не меняет частотную характеристику. На слух ее, конечно, заметить можно, но где-то на уровне кажется. На главном же экране все по классике. Слева отображается тип воспроизводимого потока и его характеристики, сверху активный вход и наличие инверсии, а слева огромными цифрами обозначен текущий уровень громкости. В процессе работы аппарат незначительно нагревается, выглядит очень достойно, разве что место на столе занимает прилично, но ровно, чтобы стать в стойку со своим усилителем HO200. Разбирать героя обзора лично я не планирую, да и смысла в том нет. В сети полно фото и видео с его начинкой. Базируется SMSL DO200 на 2 свежих и достаточно крутых конвертерах ESS и ES9068AS с полным декодированием MKA потока и операционных усилителях OPA 1612. За USB отвечает тоже, пожалуй, лучшая реализация XMOS и XU216, а на Bluetooth установили Qualcomm QCC5125 с поддержкой aptX HD и LDAC кодеков. Если сравнивать с моим прошлым фаворитом SU-8S, то там конвертер был одинарный, заметно меньшее число цифровых входов, и на Bluetooth не было поддержки LDAC кодека. То есть прогресс, как видите, налицо. Для работы к ЦАПу необходимо подключить источник цифрового сигнала, в моем случае это USB, а выход может сразу идти на активные мониторы или же через дополнительный усилитель на пассивную акустику. Наушники непосредственно к девайсу подключить нельзя.
нельзя, для этого существует другой усилитель. Я, например, использую специально спроектированный к нему в пару SMSL HO200. Включается ЦАП автоматически, с меню или пульта выбираем активный вход и выход, регулируем уровень сигнала и начинаем получать удовольствие от прослушивания любимой музыки. Все настройки он, естественно, запоминает, каждый раз выставлять их не нужно. Под Windows 10 аппарат определяется автоматически, готовый к работе посредством WhatsApp. Для поддержки же старых версий системы и интерфейса ASIO с официального сайта нужно скачать драйверы. Там я, как всегда, рекомендую ничего не менять. По форматам нам доступны PCM до 32 бит 768 кГц, DSD до DSD 512 и полное декодирование MQA. В системном меню Windows цифры, конечно же, будут чуть скромнее, но на то и существует ASIO. Со смартфоном ЦАП прекрасно работает со всеми приложениями и сервисами, в том числе и через специализированный BitPerfect режим. Возможности же девайса по Bluetooth вообще не ограничены. Тут к вашим услугам практически все самые передовые кодеки, включая aptX HD и LDAC. Однако надо понимать, что лучшего качества сегодня можно добиться исключительно по кабелю. Беспроводные возможности оставьте для гостей, чтобы им было удобно продемонстрировать вам музыку прямо вот со своего смартфона. Измерения я снимал 24 бита 96 кГц на АЦП EVANDA с балансного выхода устройства. В результате видим все графы в положении отлично, что, собственно, и неудивительно. Просто превосходная кривая ЧХ, уровень шума ниже минус 150 дБ, шикарный динамический диапазон, интермодуляционные искажения ниже уровня минус 125 дБ, а гармонические ниже минус 135 дБ с процентным значением равным 0,00008, как это и было заявлено в документации. Практически идеальные измерения, добавить здесь нечего. Для того, чтобы максимально объективно оценить возможности SMSL DO200, я в течение 4 месяцев попеременно пользовался им и своим прошлым фаворитом SU-8S. При этом в качестве усилителя для наушников использовался аппарат HO200, а в виде акустики активные мониторы ближнего поля Yamaha HS80M. Понятно, что ЦАП SU-8S относится к более низкой ценовой нише, однако внутри у них стоят идентичные чипы конвертера и USB. Разница лишь в том, что у DO200 их целых два, а в SU-8S трудится только один. Так вот, на слух это два совершенно разных подхода к построению музыкального полотна. SU-8S делают это с акцентом на чистоту, прозрачность и проработку даже самых мельчайших нюансов. Казалось бы, что может быть лучше? Я и сам задавался этим вопросом до тех пор, пока не послушал героя обзора. Однако после первого же знакомства сразу ощутил проявившуюся глубину, объемы пространства, которые, конечно, присутствовали и в прошлом моем фаворите, но далеко не так основательно. На фоне DO200 звук у SU-8S кажется четче, а так и острее, но тембрально он все-таки уступает, поскольку не так глубок в проработке каждого из музыкальных образов и всего пространства сцены в целом. Хотя, если отбросить этот момент, то общий характер ЦАПов, конечно же, прослеживается. Топпинг DX5 лучше, наверное, было бы сравнивать с E50, потому как данный бренд придерживается кардинально иного подхода в схемотехнике. Однако я взял за труд сравнить и с ним, после чего был несказанно удивлен тем фактом, что DX5 по своему характеру оказался прямо очень близок к SU-8S. Там тоже приличный такой уклон в яркости и скорость отработки переходных характеристик, что, на мой взгляд, просто чудесно. Но раз попробовав тот масштаб и эффектность в передаче текстур, что предлагает DO200, на все остальное уже смотришь с легким таким скептицизмом. Ну а всякие даже самые продвинутые на сегодня свистки и плееры из этого же ценового сегмента вообще оказываются не удел. Слушать их после героя обзора – настоящая пытка. Тут даже не ступенька, а целый пролет в качестве. В целом же SMSL себе не изменяет, продвигая тот самый эффект погружения с максимально подробной прорисовкой каждого из инструментов, вне зависимости от того, на какой глубине сцены тот находится. То есть не передний план и аккомпанемент, а построение всего трехмерного пространства в целом. По подаче звук получился живой, мелодичный и просто невероятно вкусный. Чуть мягче, чем это было у SU-8S, но все-таки. Из стилистики мне понравилось абсолютно все, с оговоркой, на мой
парк наушников, усилителей и акустики. И хотя я вполне могу понять тех, кто именно по данному фактору выберет SU-8S, однако сам я едва ли смогу перейти обратно. То, как DO-200 преподносят джаз, соул, этнику, разноплановую электронику, какие-нибудь крупные оркестры и классическую же органную или фортепианную музыку, это просто феерично, аж до мурашек. Особо могу выделить связку с наушниками Kenera Imperial Urd через усилитель HO-200. Столько удовольствия от прослушивания я не получал, наверное, уже пару лет. Одно слово, друзья, восторг. Если же разобрать звучание по частотам, то бас тут просто сверхглубокий, прозрачный с точки зрения текстур. Середина имеет приятное слуху смягчение, насыщенность, объем и чуть ли не дотошное внимание даже к самым мелким нюансам. Где упор делается не чисто на скорость, как у большинства моделей от других производителей, а на динамику в совокупностью с точностью передачи пространства сцены. Отчего звук и получает такой объем, что буквально переносит тебя в студию или на концерт любимых исполнителей. При этом насыщенность, выразительность и мелодичность естественным образом следуют за всеми уже описанными преимуществами. Верха здесь тоже весомые, продолжительные, просто сверхчеткие, без всяких ненужных акцентов и попытки их как-либо приукрасить. Подводя итоги, стационарный ЦАП SMSL DO-200 прежде всего очень солидно выглядит, имеет расширенный с помощью AES, EBU, I2S и Bluetooth набор цифровых входов и выходы как на RCA, так и на куда более серьезных балансных XLR. Огромный список настроек в системном меню, шикарный пульт нового образца, поддержка кодеков aptX HD, LDAC для беспроводного подключения и, конечно, просто запредельных значений для PCM, DSD и MQA потоков. О том же, насколько грамотно данное устройство спроектировано, говорят практически идеальные результаты измерений. По звучанию это, пожалуй, лучший звук, что я вообще слушал. Причем сравнение с другими ЦАПами на той же элементной базе, на мой взгляд, даже не близко. Настолько получилось эффектно, выразительно и подробно, что других слов, кроме выражения полнейшего восхищения, я лично подобрать не могу. Любой инструмент, неважно, где именно он расположен на сцене, пусть даже в самом ее конце прорисовывается до самых мельчайших подробностей. Да и подается все так реалистично, что в звук буквально ныряешь с головой. Да, друзья, стационарные ЦАПы — это вам не плееры, уж тем более не мобильные или портативные решения. Здесь все куда серьезнее и круче. Уже на протяжении полугода наслаждаюсь звучанием DO-200, чего и вам от всего сердца советую. Аппарат, друзья, ну просто огонь. А на этом у меня все. Это был стационарный ЦАП SMSL DO-200. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.